Всем привет, друзья! В этот раз я постарался недолго тянуть с продолжением. И, как я обещал, вот это вторая часть про нашу поездку на остров Фувамула. Кто не смотрел первую часть, я советую вам посмотреть сначала ее. Найти ее вы сможете легко в моих плейлистах. Во второй части фильма я постарался по максимуму собрать информацию про тигровых акул и как организовать погружение так, чтобы у дайверов после был восторг и чтобы никто во время погружения не пострадал. Усаживайтесь поудобнее и давайте смотреть. Мальдивы – это страна, территорию которой по большей степени занимает океан. А если ваш дом со всех сторон окружен водой, то чем можно и нужно заниматься? Правильно, рыбалкой. На Мальдивах это основной, а местами и единственный источник дохода местных жителей. Жизнь рыбаков полностью зависит от моря. Чем больше ты поймал, тем больше заработал. Но не всегда гладко и удачно проходит рыбалка. Вечные спутники морских рыбаков – это акулы, которые следуют за рыбацкими лодками и при удобном случае воруют пойманную на крючок рыбу. Даже когда рыбаки возвращаются в порт, акулы продолжают следовать за ними, потому как после разделки рыбы остается много неиспользуемой требухи, рыбьих голов и хвостов, которые сбрасываются тут же в море, ну а акулы с радостью все это подбирают и съедают. Рыбаки на Фувамула знали, что под водой за ними все время следуют морские хищники, и это были тигровые акулы. Разгадать тайну морских тигров и найти их под водой суждено было нашей соотечественнице Татьяне Ивановой в 2015 году. Я оставлю ссылку на нее в описании к фильму. Там же вы сможете почитать, как зарождался дайвинг-центр, куда мы с моей группой и прилетели. Так вот, прежде чем организовать дайвинг с тигровыми акулами, команда Татьяны в течение нескольких лет ежедневно приучала этих хищников к тому, что кроме них под водой будут еще и люди. И никак нельзя было допустить, чтобы акулы воспринимали дайверов за нарушителей их личного пространства. И в определенный момент это свершилось. Тигровые акулы стали плавать рядом с дайверами, практически не реагируя на них, лишь изредка проявляя интерес к людям, которые все время выпускают пузыри под водой. Большая ошибка многих, кто считает, что акулы сразу нападут на человека, как только увидят его в воде. Наверное, я сейчас многих разочарую, если скажу, что акулы нас боятся больше, чем мы их. Или, вернее, будет сказано, избегают встреч с человеком, одетым в снаряжение, состоящем из неопрена, алюминия, резины и пластика. Я вам больше скажу, человек не входит в пищевую цепочку акулы. И так просто акулы на нас нападать не планируют. Конечно, есть исключения из правил, но среди людей отморозков гораздо больше, чем среди акул. Существуют определенные правила поведения с такими большими рыбами. И если им следовать, то все останутся живы, и даже с руками и ногами. Поэтому дальше я расскажу, как организовать такую экскурсию под воду и что нужно делать, чтобы получить гарантированный восторг. А что категорически нельзя делать рядом с такими хищниками. С этого порта ежедневно отправляются лодки на тигровое дайв-сафари. Прослушав брифинг и отдохнув после предыдущего погружения, дайверы неспешно направляются к своим гидам в предвкушении интересных подводных встреч. Местные лодки, называемые дони, построены так, что все свое снаряжение дайверы после предыдущих погружений оставляют там же. Остается только поменять пустой баллон на полный, и снова можно прыгать в воду. Дайверы – народ веселый, а если прошлое погружение было интересным, то эмоции будут сопровождать группу целый день. Каждый старается рассказать то, чего кроме него в группе не видел больше никто. И от этого только укрепляется любовь к дайвингу. В течение 6 дней мы каждый день ныряли рядом с тигровыми акулами. И чем больше я их видел, тем сильнее мне хотелось к ним. Кстати, чтобы попасть на этот дайв-сайт,
все дайв-центры на острове составили график поочередности, чтобы под водой не было суеты из людей. Это один из пунктов безопасности. Один дайв-центр в воде, следующие по очереди ждут и готовятся. А вот как раз это место, где проходит погружение, прямо у входа в порт. А сейчас очень хорошо видно, как по поверхности плывет акула. Там под водой ее ждут дайверы. А вскоре наша группа получила команду готовиться, и настала наша очередь наблюдать за морскими хищниками. В теплых океанических водах тигровые акулы обитают повсеместно. Их основная функция – очищение океана от мертвых, слабых и больных особей. Они не дают распространяться грязи и инфекциям. Жизнь в океане без них невозможна. Однако вблизи побережья их увидеть можно крайне редко, так как близко к рифам они, как правило, не подходят. Фуамула – исключение. Тигровые акулы тут повсюду. Скорее всего, причиной этому является необычная обособленная локация острова. Риф вокруг острова имеет покатый склон и периодические течения с разных сторон. Единственное мелкое плато, в достаточной степени защищенное от течений, находится под входом в бухту порта. Здесь и располагаются дайверы, как перед сценой. Все действие происходит перед группой. Группа находится на дне, сидя на коленях, и у каждого обязательно должна быть в руке палка, на случай, если нужно будет отогнать сверхлюбопытную акулу. Плюс с боков и сзади находятся гиды, сейфти-гиды, которые следят, чтобы акулы незаметно не подплыли дайверам со спины. Это тоже обязательные правила безопасности. После того, как группа расселась на дне и все заняли свои места и приготовили фотокамеры, один из гидов дает сигнал команде на лодке. И в определенную точку сверху сбрасывают тунцовые головы и хвосты. Это приманка, чтобы акулы подошли ближе. Ведь каждый желает посмотреть на такую большую и редко встречающуюся рыбу с очень близкого расстояния. И шоу начинается. Акулы поднимаются с глубины. Сначала появляется одна рыба, она не торопясь подплывает к месту, где спрятаны остатки от тунцов, и начинает кругами плавать вокруг накрытого стола, чуя, что здесь находится ее любимое лакомство. Потом появляется еще одна особь, и еще, и еще, и еще. В какой-то дайв я насчитал до 10 разных акул, кружащих вокруг нас. В такие моменты забываешь абсолютно обо всем, что было наверху. И хочется одновременно и смотреть на них вживую, а не в монитор камеры, но и хочется на память сделать хорошие кадры. Так что за качество не судите строго. Это с первого взгляда кажется, что все они одинаковые. Но когда начинаешь всматриваться, то становится видно, что каждая рыба имеет свой персональный окрас из полос. Это как у нас у каждого разные отпечатки пальцев, так и у акул свой индивидуальный окрас. Плюс по форме тела они тоже сильно отличаются друг от друга. В общем, чем дольше на них смотришь, тем лучше начинаешь их различать. Когда все находятся в группе, ощущения страха нет. Есть только зрительный азарт. И в подсознании ты понимаешь, это шоу. А акулы хоть и дикие, но актеры, привыкшие к людям. Но мне пару раз удалось видеть тигровую акулу вдалеке от берега, на достаточно большой глубине, где не было видимых ориентиров, ни, собственно, мест, за что можно было спрятаться. Вот сейчас как раз эти кадры. Она появилась как призрак из серой массы воды. И взгляд у нее был, я вам скажу, далеко не как у актеров, которых мы смотрели на мелководье. Взгляд у нее был холодный, серый и не очень добрый. Я не испытываю страх к акулам, но в те моменты даже мне стало некомфортно видеть перед собой хозяйку большой воды. Подойдя близко к нам, акула просканировала дайверов холодными глазами и, не получив пищевого любопытства, так же, как призрак, растворилась в большой воде. Мы были в группе, и
Скорее всего, это оттолкнуло акулу от знакомства с нами. Что будет, если встретиться 1 на 1 с 4-метровой рыбой, у которой дурная репутация в ее родном доме, остается только догадываться. А сейчас я хочу поделиться с вами полным списком правил поведения с большими акулами. Первое. Не кормить рыб и не пытаться дотронуться до них. Не гоняться за акулой. Не поворачиваться к ней спиной и не уплывать на спине, раздражая рыбу работой ваших ласт. Не вторгаться в личное пространство акулы в ее охотничье владение. Вы будете в безопасности, если будете находиться в группе и желательно близко к дну и друг к другу. Полезно иметь палку, чтобы отогнать какую-нибудь назойливую рыбу, и всегда смотреть ей в глаза. Смотреть в глаза и держать дистанцию между вами. Следить за акулой, вращаясь на 360 градусов. А что делать, если эта махина плывет прямо на вас и не пытается свернуть? Как бы вам страшно не было, а если вам страшно, лучше вообще не ныряйте с акулами. Самый действенный способ – это схватить акулу за верхнюю часть носа и отодвинуть в сторону, изменив ее траекторию движения. Понимая, что осмелиться на это сможет не каждый, но это единственный способ изменить желание акулы знакомиться с вами. Потому как в носовой части этой рыбы сосредоточено большое количество чувствительных рецепторов. А если вы позволяете себе такие вольности, то акулы в большинстве случаев передумают подплывать к вам слишком близко. У меня было дикое желание иметь такой кадр и потрогать акулу за нос. Но не судьба. Наверное, в следующий раз. Ну вот на этом наше приключение практически в самом центре Индийского океана завершилось. Все те шикарные кадры, которые вы видели, были сделаны вот на выходе с этой бухты. Многие сейчас подумают, что такие огромные опасные рыбы плавают так близко к берегу. Совершенно верно. Там их дом, они там всегда жили, и они там всегда будут жить. Если кому-то интересно, как попасть сюда, на остров Увамова, какой сезон самый лучший для того, чтобы посмотреть тигровых акул, пишите мне в комментариях, я вам расскажу весь путь, с чего нужно начинать, и до того момента, чем вы будете заниматься на этом острове. Всем пока, до новых встреч!